Обычно недорогой лазерный уровень необходимо проверять, потому что с завода он может быть настроен не точно и показывать неправильно. Устройство у него несложное. Сейчас мы его откроем и увидим, как он работает, по какому принципу. Здесь хорошо видно, расположен отвес на двух шарикоподшипниках, а на самом отвесе расположены два лазера с призмой, которая заставляет луч рассеиваться по горизонтали и по вертикали в виде линии. Сам отвес регулируемый. Вот как раз эти регулировки нам и нужны. Его можно регулировать в разобранном виде. Единственное, только мы сейчас установим сюда два болтика, чтобы задняя стенка у нас оставалась по-прежнему в виде корпуса. Стопорное кольцо можно не ставить, просто будем аккуратно пользоваться. И все вот в таком виде мы его сейчас установим на штатив. Устанавливаем уровень на штатив и включаем его. Включаем горизонтальную линию и снимаем блокировки, чтобы отвес свободно мог уравновеситься. На противоположной стене, чем дальше расстояние, тем лучше, можно закрепить фрагмент малярного скотча и на уровне линии лазерной сделать отметку. Теперь мы можем проверить горизонт линии по длине. Для этого выключаем лазер, блокируем его и переставляем к нашей отметке, которую мы только что сделали. Снимаем блокировку, включаем уровень. Мы видим, что линии не совпадают. Но это потому, что здесь неровный пол. Теперь на штативе немного опускаем выдвижной шток, чтобы линия лазера совпала с нашей отметкой. И уровень разворачиваем в противоположную сторону, туда, где только что он стоял. Здесь, на стене, мы также закрепляем фрагмент скотча и делаем на линии отметку. Теперь для того, чтобы проверить, насколько точно показывает наш уровень горизонт, мы ставим его на это место. Кстати, переносить уровень всегда нужно в заблокированном состоянии. Снимаем блокировку и включаем. А теперь при помощи штока приподнимаем так, чтобы лазерная линия совпала с нашей отметкой. И теперь поворачиваем его к противоположной стене. Мы видим, что линия совпадает, значит, уровень показывает правильно. Теперь проверим, насколько он правильно показывает в горизонтальной плоскости по сторонам. Для этого мы поворачиваем уровень вправо и влево. На противоположной стене, насколько уходит линия от нашей отметки. Уровень повернут в крайне правое положение. Линия ушла вниз от отметки примерно на 2 сантиметра.
А теперь мы повернем уровень противоположную в левую сторону. Теперь наоборот. Линия уходит вверх от отметки. Как исправить этот дефект? Если обратить внимание на отвес, то мы видим на нем два болта. Это регулировочные болты. Они предназначены для того, чтобы перемещать центр тяжести отвеса в ту или иную сторону. Так как в прямом направлении мы видим, что у нас регулировка отличная, никаких отклонений нету, а неточность видна при повороте уровня вправо или влево, то нас будет интересовать вот этот регулировочный болт. Потому что он заставляет отвес отклоняться либо вправо, либо влево. Для того, чтобы выровнять положение уровня, нам понадобится правую сторону уровня утяжелить, а левую, наоборот, сделать легче. Для этого этот болт нужно вкручивать глубже. И после каждого оборота проверяем. Видно, что положение сильно не изменилось, значит, можно делать это смелее. При даже небольшом подкручивании болта необходимо поворачивать уровень вправо и влево для того, чтобы убедиться, что линия у нас сохраняет горизонтальность. Для этого можно просто сделать еще одну отметку небольшую, которая поможет нам добиться точности. Теперь мы добились того, что в правом и в левом положении уровня линия совпадает с нашей контрольной отметкой. Теперь мы снова проверяем точность показа его по направлению от уровня в длину. Просто снова поворачиваем его к стене. И выравниваем с отметкой. А теперь направляем его к противоположной стене. Мы видим, что отметка незначительно ушла, может быть на 2 мм. Нам понадобится, чтобы линия приподнялась вверх. Вот этот болт мы немного закрутим внутрь отвеса. Все, сейчас достаточно точно. Еще раз проверяем горизонтальность уровня по направлению лево-право. Это небольшое провисание вправо и влево от линии, когда мы поворачиваем уровень, обусловлено дефектами самой призмы, которая рассеивает луч, превращая его в линию. Поэтому своими средствами мы это вряд ли сможем устранить. Остается только с этим мириться. Ну а так в целом наш уровень достаточно точно показывает горизонт. Теперь остается только снять наш уровень с поставки, заблокированный уже, и собрать корпус для того, чтобы можно было им пользоваться. Да, и напоследок, чтобы отклеивая малярный скотч не испортить обои, погрейте его феном.